Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья. Сегодня у нас снова лепнина. И я уже взяла другие молды и уделю внимание, чтобы не повторяться, другим молдам. Покажу, как заполнять и как работать. И также покажу, как и чем я крашу рамочки в золотой и серебряный цвет. И вот вы видите, одна и та же краска, но здесь более яркая, здесь она более тусклая. Объясню, как это получается. И как покрасить, вот можно любой пластмассовый декор, который у вас есть, покрасить в золото и серебро. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для лепки я использую глину Креал, и после того, как мы ее вскрыли, обязательно ее хранить в пакете, а лучше в 2 пакетах. И у меня вот пакет закрывается, воздух не проникает. И начну работу вот с этих молдов. Беру глину и разминаю ее в руке. И заполняю. Заполняю молд, прямо вот так надавливаю, чтобы все вот эти детали мелкие были заполнены. И когда я заполнила, водички чуть-чуть, вот прямо так смазываю и зачищаю карточкой. Не боимся зачищать, потому что нам надо снять самый толстый слой. Сняли слой, снова пальчиком вот так все придавливаем, чтобы у нас все везде отчетливо было видно. Снова воды чуть-чуть пальчиком и снова зачищаем. Вот, вы видите, прямо сильно-сильно я вот так зачищаю. И снова пальчиком все надавливаю. Если я где-то вижу, что у меня что-то осталось, снова карточкой зачищаю. Если вы слишком много где-то зачистили, добавляем. И вот вы видите, как все отчетливо. Сейчас я вам покажу поближе. Все получается. Откладываем. Берем следующий. Вот здесь очень много мелких деталей. И я вижу, у некоторых этот молд не совсем отчетливо получается. Вот так пальчиками все надавливаем. Заполняем. Даже если где-то молд вот так раздвигаем, если он слишком такой тугой. И все пальчиками вот так вот заполняем. Немножко водички и самый жирный слой снимаем карточкой. Пальчиками снова надавливаем. Тем самым мы придаем лепнине, чтобы вот как бы все эти детали мелкие, которые у нас там цветочки, все у нас отчетливо было видно. Немного практики, и у вас все быстро будет получаться. Вот самое жирное я снова зачистила. И карточкой проводим не вот так вот, а именно вот так полностью, чтобы края карточки у нас вот так проходили. Если вы сделаете так, у вас может быть углубление, и лепнина будет неровная. Вот именно вот так все снимаем. И когда уже почти все зачищено, еще раз вот так пройдусь. Не боимся, что воды будет очень много, так как глина все равно у нас немножко на воздухе подсыхает. И вот именно вот эта вот водичка, вот эта жидкость не дает глине засохнуть. Все, проводим окончательно пальцем. Убедились, что у нас все идеально. Откладываем. У меня есть вот такой молд камея, и здесь очень много мелких деталей. Берем, вот прямо вот так раздвигаем этот молд и все сюда заполняем. Этот молд я купила в кондитерском магазине, где пекут, где продается все для тортов. Там тоже бывают молды. Поэтому, если вдруг вы встретите на своем пути кондитерский магазин, где пекут торты, у них можно посмотреть. И вот я все зачистила и прямо силой надавливаю все. И лишнее убираю. Немножко водички снова. И окончательно вот так все надавливаю. Посмотрите, как все идеально.
Вот этот молд. Я часто вижу в ваших работах, что именно вот этот цветочек посередине, он у вас не получается. Берем молд, вот так раздвигаем его и все вот это заполняем. Все мелкие детали должны быть хорошо заполнены и отчетливо видны. В прошлом видео я показывала, как заполнять ангел молд, так как у многих была проблема именно с ножками. Они как будто были оторваны. И я показала, как это исправить. Я все заполнила. Немножко водички, карточка. И все зачищаем. Вот вы видите, я прямо надавливаю. Не боюсь, что что-то случится. Зачищаю. Вот вы видите, оба края карточки у меня по молду проходят. Не вот так посередине, а именно по молду. Еще раз пальцем все надавливаем. Зачищаем. И так заполняем все молды. И сейчас покажу еще вот этот молд. Я его начала уже заполнять. Здесь очень много вот этих загогулинок, поэтому не у всех он получается отчетливо. Вот я полностью его заполнила. Прямо надавливаю. Чуть-чуть водички. Этот молд, наверное, я не скажу, что с ним трудно работать, но надо немножко научиться, как его зачищать. Потому что у многих, я вижу, не все вот эти отчетливые места как бы видны. Они затерты. Вот я самое большое сняла. Немного водички. Снова пальцем все надавливаю. Даже если где-то больше снялось, вот вы видите, все сразу заполняется. Снимаю лишнее. И вот так все прохожу со всех сторон. Как я говорила, посередине не проводим. Или вот так, или вот так. Но никак ни краем карты не проходим по молду. Зачистила и еще раз. У нас здесь все влажно, поэтому все хорошо зачищается. И вот вы видите, как все идеально получилось. И все это помещаем в холодильник, можно в морозилку, пускай это заморозится. Я вытащила несколько молдов из холодильника. И также возникает проблема, как вытащить. Вот так я прохожусь по кругу, чтобы легче было вытащить молд, то есть лепнину из рамки. И вы видите, как все красиво, идеально получается. Сушим на заготовке. Это часто задаваемый вопрос, как я придаю овальную форму. Вот мы с вами заполняли молд. Также помогаю ему вот так по краям. Все проработали. Переворачиваем и аккуратненько вытаскиваем. Держите молд в руках. Не давайте ему выскользнуть из рук. Так, сейчас возьму так, шпатель. Вот. И также укладываем сушиться. Именно вот так вот все вытаскиваем, чтобы у вас все идеально получилось. И продолжаем. Вот вы посмотрите, как все идеально получается. Вытащили всю лепнину и отправляем сушиться. Обычно она высушивается за 12 часов. Лепнина у меня высохла. И сейчас объясню различия. Вот вы видите, здесь более яркий, здесь более тусклый. Чтобы получился более яркий цвет, то лепнину перед тем, как красить золотом, покрываем любой краской светлой. Или белой, или с перламутром. У меня это с перламутром. Если мы покрасим и затем покроем золотой краской, получится более ярко. Если не покрасим и покроем золотой краской, получится более тускло. Ничем предварительно я больше не обрабатываю рамки. Лепнину я раскладываю так, чтобы мне как можно ближе место было, чтобы не тратить лишнюю краску. Вот вы видите, как я все сложила. И даже в середину сюда колокольчики.
И лепнину я сейчас отодвину, покажу краски, которыми я крашу. Вот такие краски. Их можно купить в строительном магазине. У меня есть серебро, у меня есть золото и скоро будет бронза. Вот именно этими красками из баллончика я крашу лепнину. И получается вот такой вот красивый блестящий эффект. Перед тем, как красить лепнину, надо баллончик хорошо встрясти. Затем открываем и на расстоянии 20-30 сантиметров брызгаем на лепнину. Это лучше делать на улице или где хорошо помещение проветривается. Спрей-краску я нанесла, и посмотрите, какой красивый блестящий эффект получается. И я оставляю подсыхать. Также я раскладываю другую лепнину. Вот вы видите, есть небольшое расстояние, но стараюсь как можно ближе. Даже некоторых ангелов можно вот так вот вверх-вниз, чтобы меньше краски израсходовать. Вот таким образом. Большая часть лепнины у меня уже покрашена, и краска сохнет примерно 30 минут. И этой же краской можно покрасить любой пластмассовый декор. Еще раз показываю вам баллончик. Вот как он выглядит. Он есть 3 цветов: серебряный, золотой и вот такой бронзовый. И эту краску можно даже не покрывать лаком. Моя лепнина подсохла, и вот что у меня получилось. Очень симпатично. Надеюсь, мой урок понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. А на сегодня все. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.